конце апреля жители Колорадо услышали жалобный писк маленького котенка недалеко от торгового центра. Они сразу обратили внимание, что у малыша особенная внешность. Он прятался под электрическими проводами, съежившись от холода. Было видно, что он сильно напуган, и люди сразу связались с местным центром спасения животных. Сотрудники приюта доставили малыша к ветеринару. Несмотря на то, что котенок жил на улице, он оказался очень ласковым и добрым, с легкостью шел на руки, любил, когда его гладят и играют с ним. Волонтеры дали ему кличку Фабиа. Ветеринары определили, что малышу около 9 недель, но при этом он весил очень мало, всего 450 граммов, что вдвое меньше нормы в его возрасте. У него также обнаружили расщелину на мордочке, но это никак не мешало ему жить кошачьей жизнью. Ему нужно было только помогать при кормлении. Волонтеры взяли его на передержку, чтобы помочь ему восстановиться и привыкнуть к новой жизни. Его кормили по часам, а также лечили от кишечной инфекции. Фабиа быстро привязался к своим опекунам и просто отказывался находиться в одиночестве. Ему всегда нужна была компания. Фабиа сразу научился пользоваться лотком, а еще со временем начал громко говорить о своих желаниях. Например, он всегда громко мяукал, когда хотел, чтобы его взяли на ручки и гладили. Это ему очень нравится. Позже котенок познакомился с домашним котом опекунов. Они со взрослым котом быстро нашли общий язык и сдружились. Тот взял Фабиа под свою опеку, как старший брат, и постоянно за ним ухаживал. Они много времени проводили вместе, и рядом со своим другом Фабиа стал более спокоен и уверен в себе. Через несколько месяцев Фабиа полностью восстановился и окреп. Он научился самостоятельно кушать, и ему необходимо было найти постоянный дом, где о нем позаботиться. Спустя несколько дней малыша приютила семья, которая узнала об его истории в интернете. Они сразу влюбились в его необычную внешность и с радостью приняли. Теперь Фабиа живет в большом теплом доме в окружении заботливых хозяев. Будь счастлив, малыш!